тот день Элис из Нью-Йорка возвращалась домой с работы, как вдруг до нее донесся слабый плач котенка. Девушке потребовалось не меньше минуты, прежде чем она определила местонахождение кошачьего детеныша. Из-под больших металлических ворот виднелась крошечная рыжая лапка. Элис наклонилась, чтобы поближе рассмотреть ее обладателя, и увидела грязную, тощую кошечку, которая каким-то образом вклинилась в узкое пространство между асфальтом и металлом. Девушка дала найденышу имя Инь и начала думать, как спасти бедолагу. На зов он не шел, видимо, боялся людей, но корм для кошек, который Элис купила в ближайшем магазине, съел за несколько мгновений. По словам соседей, Инь жил под воротами несколько недель. Он явно был чем-то напуган, поэтому не решался покидать надежное убежище, рассказывает спасительница. Девушка около часа пыталась выманить Пушистика, который упорно отказывался выходить. Отчаявшись, Элис пошла домой, где всю ночь думала о спасении котенка. Я почувствовала, что Инь — мой питомец. Мне грустно было видеть его в таком бедственном положении, делится Элис. На следующее утро девушка вернулась на место, где прятался малыш, и была рада обнаружить четвероногого трусишку живым и невредимым. На этот раз она купила банку влажного корма, и когда Инь с жадностью накинулся на лакомство, начала постепенно убирать руку. Рыжик был вынужден вылезти из-под ворот, чтобы дотянуться до банки, и в этот момент Элис взяла его на руки. Поначалу он сопротивлялся и громко мяукал, выражая свое недовольство. Однако, согревшись в моих объятиях, расслабился и начал мурлыкать, улыбается спасительница. В новом доме Инь первым делом все обнюхал, после чего свернулся калачиком возле обогревателя и сладко заснул. После осмотра у ветеринара выяснилось, что котенок был в довольно хорошей форме, учитывая его образ жизни. Кроме клещей и грязи в ушах, у него ничего не было. Сегодня Инь счастлив и здоров. Он так привязался к человеческой маме, что следует за ней хвостиком. Малыш не перестает благодарить Элис за чудесное спасение, обнимая ее лапками за шею при каждом удобном случае.